Итак, мы приехали в следующую нашу локацию. Это деревня Гусинья. Как видите, уже появляются мечети. Их будет больше и больше. Мы уже по дороге их видели достаточно много. И это, можно сказать, наша отправная точка в горный маршрут. В один горный маршрут, о котором я расскажу чуть позже. Выходим из деревни. Так это выглядит. Вот такой вот вид. А нам пока туда, к началу маршрута. Вот так и живут черногорцы в отдаленных регионах страны. Смотрите, какие красивые виды открываются. Вон горы. Это деревня Долья. Нам скоро вставать на ночлег, искать место под ночлег. Ну, еще нужно пройти немножко. Так, ну что, смотрите, место для ночевки найдено. Вот, смотрите, как красиво. Завтра нам в эти горы. А пока будем отдыхать, готовить ужин и наслаждаться видом. Утро нового дня. И вот мы уже начинаем наш маршрут в эти прекрасные горы. Мы находимся в парке Проклятие, национальный парк. Мы пошли в выходные, ну так получилось, сегодня суббота. И поэтому вот большая группа черногорцев. Местные сами любят ходить в горы. Ну, они как, радиально, у них палатки стоят внизу маршрута. Они вот сейчас поднимутся наверх и потом спустятся вниз. Мы же хотим переночевать с красивым видом. Вот. Вход в парк стоит 1 евро с человека на 1 день. Ну, нам сказали на 1 день, хотя на билете было написано просто вход в парк. Но это первый парк, в котором нужно платить за вход. То есть мы были там, где Тарноватское озеро, там не платили. В Дурмиторе тоже нас не спрашивали. Единственное, вот здесь. Но дают официальный билет. Вот так выглядит билетик. Вот такой вот. Все официально. 1 евро. Так вот. Идем на вершину. А это деревня Долья, которую мы вчера проходили. Сейчас ее хорошо видно. Погодка просто супер. Мы были только что на горе Валушница. Вот смотрите, какой красивый трекинг. Вот туда идем, там Тальянка. Ну, это же все граница с Албанией. Вот те дальние горы, это уже Албания. Вот это хребет Каранфил. Ага. Вот гора Валушница. Мы сейчас идем к виду на Каранфил. Вот гора Тальянка, самый высокий холм, оттуда видно. И вот это уже граница Албании. Угу. Завтра, возможно, мы пойдем в Албанию и будем спускаться через... Ну, люди обычно на однодневное приходят, гуляют, здесь круговой маршрут. Мы же хотим опять переночевать, вот, чтобы насладиться видами, потому что, конечно, здесь очень шикарно. Национальный парк Проклятие, Черногория. Просто смотрите вообще масштаб этих гор. Шикарно. Пожалуй, это главный вид, ради которого мы шли в этот национальный парк. Национальный парк Проклятие. Самый молодой в Черногории парк. Ну, уже среди черногорцев точно самый известный. Острые пики, заснеженные. Очень красиво, конечно. Дальше нам туда. Там вроде бы тоже какой-то красивый вид открывается. Ночевать планируем здесь же,
Вот. Смотрите, какая панорама. Так, ну что ж, это конечная точка нашего сегодняшнего маршрута. Красота просто неимоверная. Вообще невозможно даже поверить, что в Черногории есть такие горы. Хотя, если знать о том, что рядом находится Албания, вот она, мы буквально стоим вот на албанской земле. То есть, если вот так вот посмотреть, то там уже албанское село. Вот, то, конечно, можно представить, что такие горы есть. Сейчас мы будем спускаться уже по албанской стороне и пойдем по вот этой вот долине обратно к выходу из маршрута в Черногорию. Идем уже по албанской стороне. Скоро выйдем из этого маршрута. Здесь уже маркировки меньше, чем на черногорской стороне. Один раз мы даже заблудились и зашли на холм, вот на тот холм, хотя в обход есть нормальная дорога. Вот такие вот места. Смотрите, как интересная скала. Смотрите, какая интересная небольшая арочка наверху и деревца. Мы уже почти закончили наш поход. В общем, мы справились за один день. При том, что у нас с собой рюкзаки со всем снаряжением. Народ тут обычно ходит налегке. Поэтому главное, чтобы с погодой повезло. А так, за один день вполне реально сделать это путешествие. Последний участок пути достаточно сложный для спуска, потому что мы в буквальном смысле уже минут 20 спускаемся вот по такой сыпухе. Дороги просто нет. Вот вниз, вот дорога там вдали видна, и нам нужно как-то вот по лесу спуститься. Да, вот так вот. Доброе утро! Сегодня готовим завтрак на газовой горелке. У нас она весит всего 25 грамм, делали обзор на нее, будет отдельно ссылочка. Короче, изначально хотели готовить на сухом спирту, как мы это любим, но не нашли его в Черногории. С газовыми баллонами с резьбой тоже была некоторая проблемка, потому что в обычных супермаркетах они не продаются, эти газовые баллоны. Туристические магазины специализированные мы не нашли. Но обычные баллоны без резьбы вы можете найти абсолютно везде. С резьбой лучше всего искать в хозяйственных магазинах, называются они Акоф или Кипс, напишу в описании. Там эти баллоны продаются. Здесь очень-очень голубая вода. Чистейшая. Это уже долина Вусания. Мы сейчас идем к водопаду и к одному источнику. Здесь уже абсолютно другая атмосфера. Больше мусора, как-то, ну не знаю, такое, ну, как будто попадаешь, ты как будто не в Черногории, а вообще уже в другой стране, честно говоря. Вот такие вот ощущения. Вот такой водопад. Попадает сюда. И потом попадает туда в пещеру. Это река. И вот она уходит вниз. В скалу. Смотрите, обычные беседки для пикника. Но они не совсем обычные. Потому что, смотрите, вот беседка, а в ней печка. Вот так вот. То есть здесь можно
готовить, и греться, и все что угодно, я так понимаю. Такой первый раз вообще вижу печку в беседке. Отсюда начинается река. Очень холодная вода. Там вот уже река. Просто из-под земли. Невероятного цвета.